Время. Это самый ценный ресурс за всю нашу жизнь. Об этом все слышали. Но если разделять это мнение, то насколько извращенными можно считать поступки человека, который проводит время за ТикТоком, Инстаграмом и другими развлекательными каналами? Я столкнулся с периодом прокрастинации, который очень тяжело исправить. И ты сейчас смотришь это видео как раз таки на моменте исправления. Давай сперва поговорим о том, что такое прокрастинация, как она влияет на наш организм и чем же она отличается от лени. Первое. Это тем, что за лень тебе не стыдно, а прокрастинация тебя жрет психологически изнутри, то, что ты такой негодяй и ничего не делаешь. А теперь представь, ты находишься в режиме ожидания чего-либо. Это может быть что угодно. Карантин, время до поездки в чужую страну, время до поступления в университет, каникулы. В моем случае это оформление документов в другой стране. И самое худшее, что может быть в этот момент, если ты скажешь себе: ну, сейчас буду заниматься чем угодно, а вот потом, как все решится, вот тогда я заживу или возьмусь за ум. Нет, и еще раз нет, это грубейшая ошибка, которую ты можешь себе допустить. Я не говорю, что нельзя отдыхать или приятно проводить досуг, нет. Но и пускать все на самотек ни в коем случае нельзя, потому что это чревато хаосом. А после хаоса следует прокрастинация, это она и есть. Вы просто будете ненавидеть себя. Так вот, что нужно делать. Во-первых, пойми, что всегда есть чему учиться и можно хорошо подготовиться к грядущему событию. Или же просто заняться тем, что в дальнейшем упростит тебе задачу и повысит компетентность в твоем деле. В общем, начни ценить каждый час. Во-вторых, выпиши себе на лист будущего себя. Что я имею в виду? Вот представь свою жизнь мечты. Посмотри внимательно на себя и подчеркни характер. Какой ты? Что ты умеешь? С помощью чего ты зарабатываешь? Как ты говоришь? Проследи за своими качествами в будущем и выпиши себе их. И в-третьих, примени тактику воплощения плана в реальность. Всему можно научиться. И тем навыкам, которые ты себе выписал, тоже. Теперь найди истоки, где питать эту информацию, и учи это ежедневно, хотя бы регулярно. Примерно моя жизнь. Буквально недавно мои дни были похожи на какой-то день сурка. Это был просто тихий ужас. Проснулся, умылся, позавтракал, повтыкал, поучил язык, посмотрел фильм, поел и уже скоро спать. Из-за таких однообразных дней, без эмоций и впечатлений, ты стремительно скатываешься в период прокрастинации. Я думал, что если я распишу свой день по часам и стану гиперразвивающим суперэффективным человеком, то это как-то спасет меня. Нет, стало только хуже. Просто мозг не понимает, зачем ты сейчас учишь иностранный язык, если ты находишься в родной стране. Или, например, зачем ты учишь какой-то отрасль IT, если у тебя нет сейчас заказов на этот проект. Я решил делать иначе. Я решил после каждой полезной вещи давать себе похвалу. В таком случае твой день преобладает с динамикой и станет похож на синусоид. Проснулся и умылся я все так же, как и всегда. Но на завтрак я уже выбрал более полезную пищу. И первая задача на день, которая стояла, это поучить язык с записями и более внимательнее. Дальше я должен отдыхать, но для меня спорт это отдых, поэтому можно и так. А после я выбрал почитать книгу. Это и приятно, и интересно, смотря какую книгу ты выберешь. В моем случае это по специальности. Ну а в качестве вечернего досуга мы выбрали с невестой поиграть в настольные игры. Это замкнутый круг. Ты не хочешь сейчас делать что-то полезное. Например, ты не хочешь сейчас учить язык, потому что ты не видишь в этом смысла. Ты находишься не в той стране, где этот язык применяют, и у тебя нет срочной потребности его выучить. Но ты не хочешь делать что-то еще.
Например, ты не хочешь сейчас учиться операторскому мастерству, потому что ты сейчас не получаешь заказы на съемки. А чем же тогда заняться? И ты не находишь никакого полезного дела и начинаешь прокрастинировать. Сидеть в телефоне, отдыхать, кайфовать. Дальше. Ты сидишь, отдыхаешь в телефоне, просидел так весь день, оглядываешься назад и начинаешь себя гнобить за то, что ты ничего не делал. Опять-таки, возвращаемся к истокам. Давай что-то делать. Так нет в этом смысла. И это круг. Это замкнутый круг. Ты не хочешь сейчас ничего делать, потому что не видишь в этом перспективы, поэтому ты ничего не делаешь, а потом винишься за то, что ты ничего не сделал. Как иначе? И я понял одну классную вещь. Нужно достучаться до своего внутреннего ребенка и сказать ему: хочешь посидеть в телефоне, поиграться? Сделай сперва хорошую вещь. День стал намного динамичнее, и ты уже не строишь из себя сверхчеловека, который постоянно занимается саморазвитием, а живешь обычной жизнью. Жизнь начала наполняться красками и разнообразием, и при всем этом ты не утруждаешь себя. Поэтому очень важно держать баланс абсолютно в любой отрасли своей жизни. Я искренне надеюсь, что это видео тебе понравилось, и ты сможешь данную информацию преобразить на своем опыте и на практике. Знал бы я немножко раньше эту информацию, возможно, я бы не совершил многих ошибок в своей жизни. Поэтому я искренне рад, что ты досмотрел это видео до конца. Осталось только эту всю информацию применить на практике. А для меня самым большим спасибо, самой большой благодарностью является твой отзыв, твои комментарии и твои лайки. Поэтому я уверен, ты знаешь, что делать. Желаю тебе добра. Пока.